Друзья, приветствую вас на канале Разводня как хобби. И как вы уже поняли, сегодня в видео будем говорить о тернеции, а точнее о том, как мы ее будем разводить. Есть у нас разные разноцветные рыбки этой породы. И в этом видео мы их разведем. Обо всем подробно вам расскажу и, конечно же, все покажу. Поэтому внимательно смотрите это видео и комментируйте. Вот сидят тернеции, самочки, производители. Они уже сидят 5-й день, готовятся к нересту. Я их подкармливаю в основном живым кормом, но чуть-чуть даю и сухого, конечно же. Сейчас мы посмотрим на наших самцов, как они себя чувствуют. А вот на верхнем ярусе стайка такая самцов, тоже разноцветных. Ну, выбрал я более таких упитанных рыбок, чтобы формы у них были красивые. И вот они тоже готовятся стать родителями. В скором времени будем их нерестить. Уже наступил вечер, и сейчас мы наших производителей посадим в нерестовички, которые я подготовил. Вот смотрите, я подготовил 6 нерестовиков вот таких. Вот смотрите, в них в каждом сеточка есть. Ну, градусники это я просто поставил, потому что, чтобы померить, какая температура там, так как только что опустил туда обогреватели. И вот 4 нерестовичка. Значит, высота воды, или, как так сказать, столб воды. Здесь у меня в каждом нерестовичке вот 17 сантиметров. Почему 17? Ну, опытным путем я эту высоту вычислил, скажем так. Дело в том, что тернеция такая специфическая рыбка, что при нересте самец как бы подкрадывается так сзади к рыбке, движением снизу вверх выбивает у нее икру. Вот поэтому нужен такой уровень, ну, по крайней мере, не меньше 12 сантиметров. Значит, сегодня температуру в нерестовике мы сделаем примерно 25 градусов, 26 возможно в некоторых. Потому что на разводне прохладно, уже осень наступила. И рыбкам нужно как бы для большего стимула к нересту температурку немножко поднять. Вот это я и делаю сейчас. Как видим, у нас производители разных цветов. Розовые, желтые, зеленые, красные, синие и фиолетовые. Да, вроде бы как так. Но мы сегодня будем их нерестить не сразу в разнобой все цвета, а посадим, возможно, сегодня красных и желтых. Как раз получится 6 пар. Хочу также сказать, что этим рыбкам примерно 8-9 месяцев, но я их ни разу еще не нерестил. Просто из толпы выбрал таких более красивых, более упитанных. И эти рыбки у нас будут производителями. Ну что, нерестовики уже, вода у них прогрелась. И они готовы к приему наших производителей. Водичка аэрируется, все нормально. А вот наши производители. Значит, смотрите. Здесь самцов красных 4, по-моему, или даже 5. А самочек здесь у нас всего 2 красные. Поэтому посадим красных 2. Наверное, посадим 2 желтые. Так, и какие у нас еще есть? Ну, есть вот зеленые. И 2 синие есть. Вот. Вот даже нет, синих 3. Ну, сейчас, короче, я посажу и покажу вам, какие у нас получились пары. Ну что, можем посмотреть на наших участников нереста. Значит, смотрите, в этом нерестовике у нас определилась пара красных. Вот такие они. Они уже более-менее чувствуют себя здесь нормально, осваиваются. Так, второй. То же самое. Пара красных. Но здесь есть сомнения у меня. Такое впечатление, что 2 самца. Ну, вроде бы как сверху, как посмотрю, самочка видно отчетливо. Вот эта, которая слева. А справа вот этот вуалевый самец. Ну, завтра увидим, что у нас будет по поводу нереста. Так, следующая у нас желтые.
Достаточно такая крупная самочка. Достаточно такая упитанная. И видно, что она с икрой. И самец такой тоже резвый. Уже самочку понемножку преследует. Тоже посмотрим на завтрашний результат. Так, рядом с ними еще одна пара желтых. Тоже самочка такая, тоже крупная, но как бы не очень толстая. И самец такой изящный. Тоже будем смотреть на их результат. Так, и два производителя у нас, вернее не два, а две пары желтых. Вот одна пара желтая. Самочка такая нормальная, самец изображает преследование самки. И в соседнем вот нерестовике тоже такие желтенькие, прям аж лимонные такие красивые рыбки. Самец и ниже самочка. Ну, воду я аэрировать так и буду продолжать, не буду я убирать. Пускай работает аэрация, я думаю, она им не помешает. И обогреватели будут работать тоже всю ночь. И завтра утром мы заглянем к ним прямо с утра, на рассвете. Посмотрим, будет какое-то движение или не будет. Ну, думаю, должно все быть нормально. Да, ну и, конечно, для того, чтобы пары не смущались, мы их разделим, не разделим, а между аквариумами поставим белые листочки бумаги, для того, чтобы они не засматривались на соседей, а занимались нерестом. Так сказать, создадим такой интимную обстановку им. Ну все, завтра утром заглянем. Итак, друзья, спасибо, что досмотрели до этого момента. Прошла ночь. Зашел я утром на разводню. И что наблюдаю? Короче, красные как-то не особо проявляют активность. Вот две пары у нас тут сидит. Ну, какие-то они такие грустные. Желтые вот сидят тоже. Думают. Вернее, не желтые, а оранжевые. И вот желтые у нас. Что-то там один за одним гоняются, ну как-то непонятно. Но все же икра есть. Сейчас я вам покажу. Подумайте или догадайтесь, у кого она может быть. Значит, красные у нас задумчивые. Что у нас там? Икры нет. Следующая пара красных. К сожалению, икры нет. Оранжевые. Первая пара. Икры нет. Вторая пара. Вот. У второй пары оранжевых икра есть. И на данный момент она такая прозрачная, то есть как бы хорошо оплодотворенная. Идем дальше. Желтые. Первая пара нет. Вторая. Вторая тоже нет. И что мы делаем? Значит, оставляем их еще на одни сутки, этих всех рыбок. Возможно, они проявят себя на вторые сутки. Ну, а этих оранжевых, которые нам дали икры, вон, смотрите, там ее сколько. Ну, так достаточно так много, практически все дно усеяно. Вон и на дальней там стенке, и здесь, спереди. Она такая, чуть даже зеленоватая такая кажется. Мы этих производителей убираем. Я думаю, самочка полностью выметалась. Самец хорошо сработал. А на всех остальных мы посмотрим уже
В следующем видео, думаю, не буду это видео затягивать, узнаем, получился результат, либо не получился. Но мне интересно, чтобы красные отметались. Красных у меня практически нет рыбок. А тут такие красивые пары. Ну вот эти вот меня смущают, что это самка с самцом. Ну посмотрим. Вот смотрите, я подсветил. И прямо видно, что все дно устелено икрой. Сейчас я сюда добавлю четвертинку таблетки эритромицина для того, чтобы обеззаражить воду и чтобы не развивалась бактерия. И думаю, эти все икринки превратятся в личинку уже через сутки-полтора. Смотрите видео, которые появились на экране. Они интересные достаточно и, конечно же, бесплатные. Кто не подписался, подписывайтесь на канал, комментируйте, делитесь этим видео с друзьями. И до встречи на канале Разводня как хобби.